Недавно посмотрела статистику по миру и вот что интересное заметила. Где-то смартфонами все меньше интересуются, где-то компьютеры потихоньку игнорятся. А знаете, у кого все хорошо? У портативных колонок. Плюсует количество в разы. Просто гляньте, сколько расплодилось вендоров. Ну а я продолжаю отбирать для вас что-то интересное из этого изобилия. Сегодня расскажу сразу о 3 колонках Tron Smart. Кстати, издалека можно спутать с одним известным производителем памяти. Даже шрифт такой же. Но связи между ними я не нашла, поэтому Tron Smart — это Tron Smart. Итак, называются колонки Element Groove, Force и Force Plus. Хотя на английской версии сайта и мелкая тоже в скобках указана как Force Mini. И знаете, я с этим полностью согласна. Force — это сила, а в этой колонке она явно тоже есть. Я сначала подумала, это что, за монстр такой? Ну, серьезно, гляньте сами. Так-то она может и небольшая, но в толщину ее много. И весит раза в 3 больше колонок мелкого формата. 463 грамма, почти полкило. Конечно, все это неспроста. Тут же заглядываю в характеристики, и все становится понятно. В основном колонки такого формата играют 5, 8 или 10 часов. Знаете, сколько играет это? 24! Целые сутки на средней громкости. Поэтому у нее такие габариты, потому что батарея на 2500 мАч. Обычно столько ставят в такие колонки. В общем, что я думаю о сценариях ее использования? Это не та колонка, которую ты налегке тягаешь каждый день в руках. Объективно, она тяжеловата для этого. А вот на рюкзаке, руле велосипеда и вообще в какие-то долгие вылазки на природу самое оно. У нее отличный прорезиненный корпус, который защищен по стандарту IPX7. А значит, грув не боится дождя и переживет получасовое погружение на глубину 1 метр. Время работы как раз для длительных путешествий или велозаездов. Повесил на шнур и не паришься за батарею. Дизайн, в общем, мне нравится. Не слащавый, грубый, но открытый пассивный излучатель — такое. Толку от того, что он открыт, нет. Он ведь все равно сзади, а поцарапать случайно проще, чем сетку. У меня с этим проблем не было, но стоит учитывать этот момент. Такая же история и с самой старшей колонкой из 3. Element Force Plus. Она суровая, с прямыми линиями, но ахиллесова пяточка есть. В остальном огонь. Защита IPX7, есть NFC для быстрого подключения и сразу 2 батареи. Да, я не оговорилась. 2 батареи по 3300 мАч. То есть в общем 6600 получается. Этого хватает на 15 часов работы. И, наконец, более сдержанная Force выступает золотой серединой. Я бы даже сказала, идеальной для меня. В основном она точь-в-точь такая же, как и плюс версия, но есть 2 важных отличия. Во-первых, у нее 5-я версия Bluetooth против 4.2 и старшей. А во-вторых, что самое важное, полностью защищенный корпус с обеих сторон. Нет, старшая тоже бронебойная, но в каких-то сценариях хочется больше свободы, чтобы не переживать за слабое место. Ну и дизайн более универсальный, сдержанный. Если плюс скорее для узкого круга почитателей сурового стиля, например, милитари или типа того, то просто Force — это вариант для всех. В остальном ее также можно синхронизировать со 2 колонкой для стереопары. Кстати, и мелкая так может. И у нее хороший набор входов-выходов под заглушкой. Может играть музыку с карты памяти и с аудиовхода. Кабель в комплекте. Зато сзади излучатель уже закрыт. Так, а теперь по поводу звука. Tron Smart пишет, что в больших 2 динамика по 20 Вт, то есть 40 Вт в общем. Понятно, сейчас все этим балуются, измеряют мощность, как велит внутренний голос. У меня вот настольные колонки здоровые по 18 Вт каждая, и они такие заживо съедают. А тут один динамик 58-миллиметровый 20 дает. Ну да ладно, по факту старшие играют ватт на 20, где-то около того, как и большинство колонок такого размера. Мощность мелкой тоже можно делить на 2, выдает около 5 Вт. Еще раз, они не тихие, орут хорошо, но не громче, чем другие колонки этого формата. Качество звука для таких размеров на 4 с плюсом из 5 возможных. Бас хороший, пассивные излучатели стараются, плюс у старших есть отдельная кнопка для переключения эквалайзера. Дополнительные 2 режима заметно меняют звучание, а именно 3D стерео и экстра бас. Под отдельные стили можно ставить. Эффект мне понравился. Итого, больше всех мне понравилась средняя Force. У нее самый оптимальный дизайн и защищенность корпуса. Мелкая в кавычках, хоть и крупнее аналогов, зато батарея аж на 2500 мАч, что дает сутки работы. Плюс версия тоже живучая. Играют хорошо и отличается своим агрессивным видом. Такое многих цепляет. Ну а пожалуй самое главное, что объединяет эти сильные колонки – приятная цена. Поэтому на них стоит обратить внимание. Пишите, как вам такие колонки и
какая из трех понравилась больше. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокол и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там свежие новости миксуем с юмором, поэтому будет интересно и весело. Пока!